Зима отступила, и весна с каждым днем все более ярче проявляет себя. Световой день становится длиннее, пение птиц громче, а солнце греет все теплее и теплее. Совсем скоро на реке Шаква начнется самое настоящее буйство сочных красок лета. Решила открыть водный сезон 2026 именно на этой реке. Ранее на ней шла по воде лишь летом. В этом году вместо ежегодного весеннего одиночного сплава по реке Сылва выбрала Шакву. Взяла с собой только все самое необходимое для лагеря, убрав гермосумку, которую планировала использовать и как сидушку, а технику убрала в отдельный непромокаемый рюкзак. К ней так легче доступ, всегда под рукой, и техника надежно защищена от намокания. На дно рюкзака также разместила некоторую одежду для лагеря и сна, термобелье, теплый баф, пуховые носки и легкую пуховую курточку. Одежда потеплее может пригодиться, ведь вечерами и ночью еще довольно прохладно, и бывает, что температура опускается ниже нуля. С заброской мне, как всегда, отозвался помочь Игорь. Выехав в 8 утра, нам предстояло преодолеть на машине порядка 25 километров. Дорога довольно живописная, особенно в летнее время. Но сейчас пока все в коричневом цвете, так как снег совсем недавно сошел, но в некоторых местах еще присутствует. Ну что ж, вода спокойная, да? Смотри, какая хорошая, да ведь? Да. Не бурная. Ищу место, где можно сделать заход. Здесь нет. Да не-не-не. Веток много. Надо найти место, откуда стартовать. Вот, кстати, здесь, мне кажется, поудобнее будет. Потому что веток много, а вода поднялась довольно-таки намного. И вот, да, здесь будет удобнее, я думаю, залезать мне с покрахтом, чтобы его не пробить. Да, вот отсюда. Вот здесь, я думаю, Игорь. Здесь самое то. Смотри, тут это не так много веток. И более так ровно, так скажем. Да, нормально. Игорь сейчас подъедет, и я начну свой первый сплав. Да, свой первый сплав в 2026 году. Ты откуда? Я сама в шоке. Откуда-то же выплыла ведь, а? Интересно, интересно. Исторический момент. Покрав конь. Распаковка 2026. Ой, иди мое весло, которое правильно я держу теперь. Ладно, Игорь, пока-пока. Давай, счастливо. Давай. Спасибо большое. Слушай, а интересно так вот правильно управлять? Ну, как-то не то. Нет. Я, пожалуй, обратно переделаю. Я тебе по то и говорю. Обратно переделаю, как у меня было. Потому что сейчас вода быстрая, нужно все равно, я думаю, спокойно в воде тренироваться-то. Как ни крути. Лучше, наверное, спокойно это делать. Ну, хотя сейчас, в принципе, тоже довольно-таки спокойная вода. Так. Короче, попробовала весной перевернуть, как по-умному, как говорят. Но что-то мне пошло не так. Вот.
В итоге все-таки мне с прямым веслом, то есть когда вот так вот они вот удобнее грести, потому что там надо все равно таскаться, так скажем. Сейчас опасный участок, мост очень низкий, кстати. Как низко мост. Я на реке. Хо-хо. Наконец-то! Ура, ура, ура! Птички поют. Ксения Андреевна на своей чехоньке плывет. Как же здорово! И так рано я еще никогда не начинала сплавной сезон. Кстати, можно, наверное, снять баф, потому что вроде бы тепло, даже жарковато. Сплавной сезон я так рано еще не начинала. Обычно в середине мая, ну, в начале мая, ладно. Ну или в конце. А вот так вот никогда еще не начинала сплавной сезон. И вот я на речке Шаква. Я не знаю, что меня ожидает, потому что здесь я весной не ходила. Я только летом здесь ходила. Ну, в принципе, мне сегодня, по-моему, 16 километров только пройти по реке надо будет, и все. По такой текухе, думала, вполне быстро пройду. Вот. Хотя бы открыть сезон, а там меня уже не остановить. Да. Надеюсь, что тут не будет никаких подводных камней. Так, надо вот держаться чуть подаль, наверное, от берегов, потому что расчесок достаточно. Вполне. Как я давно этого хотела, ребята, вы не представляете. Вот так вот выбраться. 5 месяцев я без сплавов. И вот, наконец-то я выбралась на сплав. Конюк летит сейчас, вот прям надо мной пролетает конюк. Что-то у него в зубах, какая-то веточка. Наверняка это веточка, либо цветочек для его птички-конючки. Потому что у них сейчас вот-вот брачный сезон начнется, и он готовится. Готовит, наверное, гнездо какое-нибудь красивое, чтобы завлечь туда в своей сети какую-нибудь красавицу, птицу. Скоро совсем они будут так красиво напевать, конюки. Обожаю, как они поют, как они свистят, насвистывают свои брачные песни. Красота, да, и только, мне кажется, самое красивое пение птиц. Да, речка Шаква. Наверное, тут в Кунгурском районе. Моя любимая речка, потому что она такая маленькая, уютная. Рыба на ней есть. И летом тут просто красота. Красота, птички поют, поля зеленые, и там ковыль на них по ветру идет. Красота. Ну, в смысле, не идет, а колышется. Да, колышется ковыль по ветру. Очень уютная, небольшая такая уральская речушка, коих, в принципе, достаточно у нас, но у нее прям какое-то особое место у меня в сердце. Так, еще место, куда бы мне причалить, в принципе, можно было бы здесь, но я его уже прошла. Так, прокумекала. Причалить, попить кофейку, полюбоваться природой. В принципе, мне спешить сегодня некуда. Можно себе идти и идти. Так, хорошая полянка. Да, грязюка, конечно, та еще. Сейчас кофе попью, у меня с собой есть термокружки. Передохну маленько и дальше. Хотя я даже не устала, но видите, в чем дело? Дело в том, что у меня сегодня маршрут короткий, очень
хорошо идет река, и спешить мне, в общем-то, и некуда. Темнеет сейчас поздно, 8 с чем-то вечера только начинается закат, плюс там еще сумерки. Часиков в 10 вечера, наверное, только темно будет, в 11 даже. В 10, ну, в 10 часов, да, наверное, вечера будет темно. Вот, а расцветает рано. Еще вот именно поэтому за вот это вот я, наверное, больше всего люблю Урал. За вот это вот время весеннее уже, середина весны, конец весны, начало лета, то, что темное время тут короткое. То есть длительное время сумерки там. Летом вообще где-то в 11:30 только темно становится, а светает уже в 4 утра. Это в июне где-то, по-моему. Вот за это я люблю. И засыпаешь, получается, под пение птиц, и просыпаешься под пение птиц. Птицы замолкают только буквально на пару часиков. Но опять-таки опасности тоже есть. Сейчас медведи, естественно, уже проснулись, ходят голодные, едят корешки всякие. Ай, а медведи тут у меня, конечно же, водятся. Но здесь по этой реке никогда не встречала следов, видела только следы кабанов. И все на этом. Ну, волков когда-то слышала, но их тоже очень мало, потому что, во-первых, населенки много, во-вторых, тут вот, видите, леса такие, они не сильно густые, а в основном поля. Гуляя по берегу, я кого-то часто пугала, и этот кто-то нырял в воду. Сначала подумала, что это бобры, но увидела на противоположном берегу эту зверушку. Рассмотреть ее сразу оказалось сложновато, да и по повадкам бобры более активны в темное время суток. Зверушкой оказалась андатра, но на тот момент я еще этого не знала, определила лишь уже дома. Любопытная андатра, наверное, тоже пыталась рассмотреть меня, даже решилась подплыть совсем близко. Решила, что пообедаю. У меня с собой хлебушек есть филе, грудки индейки. Сделала бутербродик с кофе. Ну, нормально. Интересный хлеб, конечно. Такой еще не пробовала ни разу. Такой незамысловатый перекус. Ну, вот 3 бутербродика таких маленьких съесть, и нормально. В последнее время я как-то не особо едок стала. Я была на сушке с середины января. Как вернулась с перевала, решила подсушиться. Но я давно как бы хотела подсушиться. Была на сушке, перешла на правильное питание. Следила за белками, жирами, углеводами. Углеводы сократила, жиры тоже сократила. И в итоге сбросила 10 килограмм. То есть вернулась в свой прежний вес, свой, который всегда вес мой. А там сбой у меня был небольшой гормональный, поэтому я поднабрала 10. И все, чувствую себя прекрасно. Ну, то есть что надо? Взять перекусика. Помидорки только не хватает. Во. Вообще замечательно. Буду смотреть на бобров и есть. Или это андатры. Я так и не поняла, кто это. Но хвостом шлюпает об реку. Скорее всего, бобры так делают, когда видят опасность. Они так пытаются спугнуть хищника. Так что, возможно, это бобры. Да, даже к берегу подходишь, они сразу шлюпают. То тут, то там, то тут, то там. Хвостом своим по реке. Я пообедала, сейчас буду двигаться дальше. Немного перекусила, 3 бутербродика мини съела и нормально.
Сейчас думаю, посмотрим, будет ли нет подход к берегу. По правой стороне совсем скоро будет Нужинское озеро. Это карстовое озеро с чистой голубой бирюзовой водой. Но сейчас вряд ли, конечно, она такая. Вот это вот озеро, оно впадает в шахту. Вот еще не знаю, где сегодня стоянку поставлю, поправлю свою палатку, куда именно. Либо на свою стоянку, там за Комарова, либо чуть подальше, ближе к Полетаево. Надо будет выбрать себе местечко. Ну, день длинный, в принципе. В принципе, да, можно, в принципе, плыть, тем более, что без напряга, чисто подруливать тоже можно. В любом случае дойду. Палатку с собой взяла Аргумент Монталор 2, если быть точнее. Не стала своего большого кемпинга брать, потому что мне потом надо будет пешочком еще топать до того места, откуда меня будут забирать завтра. А моя та вот большая кемпинговая, она весит, по-моему, 4-8 килограмм, поэтому взяла такой маленький Аргумент, который весит 1,8 килограмм. То есть у меня, в принципе, сумки не тяжелые. Вот покрас 6,5 килограмм весит. Во все вот это вот обмундирование вместе с веслом. И другая сумка где-то столько же. Ну, плюс в рюкзаке у меня техника. Водонепроницаемом рюкзачке моем. Так, сейчас посмотрим Нужинское озеро. Далеко, мы, по-моему, где-то уже тут совсем рядом. Да нет, еще путь. Не, вот да, но тут уже совсем уж рядышком. Так, надо искать место высадки. Я вот прям там вот напротив сейчас упаду. Ну, в смысле, не упаду, а вылезу. Там вроде бы нету таких вот этих всяких зарослей. Да, вот тут справа заход. Тонкая протока, заход в озеро Нужинское. А я хочу вон к тому берегу причалить. Покрас оставляю. И топаю. Сверху Нива стоит. Там люди какие-то были. У них был покрас вроде бы. Скорее всего, они тут по озеру ходили. Сейчас посмотрим озеро. О, оно все еще бирюзовое. Оно бирюзовое. Нужинское озеро. Уникальное озеро. И вот, оно совсем небольшое, но вода, конечно, мутновата, но бирюзовая. Не в это время года, она прям там, не знаю, не передать словами. Там даже какие-то водоросли странные, как вот наросты такие бирюзовые. Вот если присмотреться, смотрите, тут с бирюзовым отдает, а там дальше коричневая вода. Вот как линия какая-то, не знаю, видно на камеру или нет, но мне глазами видно. Бирюзовая вода, бирюзовая, опа, коричневая, коричневая теперь. Так, надо достать из рюкзака своего технику. Мой рюкзачок замечательный. Так, рюкзак достану, надо сейчас достать повербанк. В этом рюкзаке у меня лежит вся моя техника, дорогущая, причем в том числе, например, дрон, повербанки, всякие аккумуляторы к камерам моим. Плюсом ко всему здесь еще у меня лежат вот в этом кармане спички, всякие грелки. Вот спички точно нельзя мочить, спички, зажигалки, грелки, они в принципе в пакете, но этот рюкзак, он полностью герметичен. Герметичен, влагозащищенный. Этот рюкзак от компании Artel. С ним я уже ходила в походы. В том числе и на перевал Дятлова с собой брала, потому что уже была уверена в нем. Я его протестировала дома, чтобы он влагу держал. И плюсом ко всему, чтобы он был надежный. Этот рюкзак также я протестировала под сильным дождем уже этой весной. Прекрасно себя показал, ничего не намокло. Так что можно смело с собой брать. Я, в принципе, его для этого и приобрела. Уже полгода он у меня в пользовании. Для этого я его и приобрела, чтобы брать с собой вот на сплавы, на рыбалку,
Как раз таки для техники. Очень удобно. Не нужно потом копошиться в разных сумках, где что у меня лежит. Все вот здесь у меня. Все мои пауэрбанки, все мои камеры. Все необходимое. И отлично защищено. Что мне еще нравится в нем, то, что очень плотная ткань, которая вот что-то с ним только не было. Вот я и в лесу с ним бродила, там различные ветки, знаете, бывает то, что портит одежду даже порой. И по итогу все нормально с ним, все прекрасно. Конечно, протереть тряпочкой надо, потому что он маленько подзаморался у меня. Ну-ка, сейчас... А что говорить вам? Давайте я сейчас вам покажу, как он держит влагу. И сейчас просто опущу его в реку. Плавает с моим дорогущим дроном, с моими пауэрбанками. Так, да. Давайте сразу и молнию тоже проверим. Дрон, кстати, не влагозащищен. Вот полностью. Вот так вот прям с молнией. Видите, он воздух даже держит. Вот, пожалуйста. Воздух держит прекрасно. Как раз помою, потому что он заморался. Открываем молнию, сразу же показываю. Сухо. Пауэрбанки. Мешок полностью сухой, пауэрбанки сухие. Сейчас по левому берегу у нас будет Любимого, потом далее Мечкова, потом Гробова, где как раз таки и мост. Вот до Гробова я доходила на Покравке, а дальше я не ходила ни разу. Посмотрим, что будет дальше. И после Гробова будет Комарова. Единственное, что я не знаю, ребят, не знаю, как оно будет там все это выглядеть, потому что там по низу, после Комарова, проходит газопровод, и он такой, обычно там порожек, а мне как-то не особо хочется пороги лезть, но посмотрю, если что, придется обносить. Покравка с вещами. Прям в мире животных. Точнее, в мире птиц. Цапли, утки. Впереди мост, который соединяет Гробова и Комарова. Вроде бы нормальная высота между ним и рекой. Думаю, должна пройти. И вроде как нет никаких там препятствий. Надеюсь на это. По крайней мере, видимых я не вижу. Бывает такое, что под мостами всякие остатки от прошлых мостов остаются. Техногенка такая. Поэтому надо быть вообще максимально осторожным всегда, когда под мостом проходишь. О, как низко мост, так непривычно, блин. О, какой он низкий. Ой, 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 ой.
Ой, а там какая-то эта проволока. Обыграли. Мой спиннинг его помотало знатно. Я вообще про него забыла. Я думаю, что за звуки страшные. Уже не знала, куда прыгать. Это спиннинг. И он целый. На недельку до 2 я уеду в Комарово. Скоро у меня уже все. Моя остановка. Прошла я мост, который опасалась. Еще осталось одно препятствие, которое я опасаюсь. Это то самое препятствие. Это... Да. Это как раз-таки тот газопровод, который по низу. И я его опасаюсь, потому что там такое прям это... Ну, не знаю в это время года как, а так там обычно небольшой такой порожек есть. Я не знаю просто то место, и не знаю, может быть, там что-то торчит. Не помню. Я его особо-то и не рассматривала. Наверное, остановлюсь на своей стоянке, в своем лагере на горе. Это тайное место, которое называется. В прошлый раз я была там с Диксоном, осенью прошлой. Как раз таки. Да, осенью прошлой ходила с Диксоном. И сейчас вот одна. Хорошо, что я Диксона с собой не взяла, потому что он по-любому старался выпрыгнуть из покрафта за утками. Мне мама сказала, не бери его с собой, ты что? Я хотела его с собой взять, она говорит, не бери, ты что? Он же простынет, он по-любому будет купаться в этой ледяной воде, его из реки вообще не вытащить. А как потом ты его сырого такого затащишь, он же не высохнет. Вот, поэтому я такая подумала, ну да, так-то да. К тому же у меня сухого костюма пока нету, он у меня вот-вот появится. А без сухого костюма все равно как-то опасненько на такую воду рано так выходить, потому что он все равно защищает от холода и от намокания. Что-то мне прижимает, ветром прижимает к расческам. Вот, от намокания как бы помогает. Мало ли там, если не дай бог, что произойдет на реке. Вот. То есть будешь сухонький и успеешь доплыть до берега. Ну, конечно, сейчас тоже успею доплыть, в принципе, река не широкая, но буду мокренькая, а не сухонькая. Поэтому, да, немного боязно все равно было уходить на реку, потому что это все-таки еще апрель, даже не середина апреля. И вот, я уже на покрафте. Но, кстати, не так холодно, как было в ноябре. В ноябре, конечно, когда я вышел на сплав по Ирене, там я просто озябала, новое слово. Просто замерзала очень сильно. Ноги мерзли, а тут я уже который час на реке. И вполне нормально, даже несмотря на то, что у меня на дно не постелен каремат. А в тот раз у меня и каремат был постелен. И носки потеплее. Но, как видите, вот. А сейчас ничего нет, на дне только вот ПВХ ткань, дно. И все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там порог. Нет. Я сейчас все аккуратненько обнесу. Сейчас подойду. Да, там порог. Порог там не шевера, там порог из-за этого газопровода. И как-то в одиночку я туда боюсь лезть. Потому что я не знаю, насколько он безопасен. Насколько там вот эта вот техногенка, так скажем, влияет. Так что, наверное, потихоньку перенесу все друг за дружкой и... Уф. Ох, уж эти обношения. Обношу этот газопровод. Поочередно. Всякую мелочевку убрала в свой рюкзак. Сейчас вот сумку переношу. И покрафт. И воду 5-литровик. Поочередно. Сейчас вот пошла за покрафтом и водой. Как-то так вот. Сейчас вышел мужчина из этого дома и сказал, что это не газопровод. Как оказалось, тут раньше жил мельник,
И это остатки этой мельницы. Вот так шебуршат, журчат. Мужчина сказал, что там не страшно. Можно пройти, никакая техногенка не торчит. А газопровод он дальше, говорит, впереди. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не-не-не, к такому я не готова. Ага, тут это сетью промышляет, смотрите-ка. Угу. Тут нормально тогда. Нормально. Газопровод, он сказал дальше, он подлиннее. Говорит, там страшно, но нормально тоже пройдешь хоть где. Как он сказал. Вот здесь. Смотрите. Ну вообще текуха сильная, конечно. Но я здесь попрыгала, конечно, и понервничала. А также он сказал, что тут мне стартовать неудобно будет нигде. Но здесь точно я не стартую, меня сразу же унесет вон на расческу. Да, чуть подальше стартую. Все, обнеслась. Вон мужчина уходит, тот самый, который мне сказал про газопровод. Из того самого дома, который я показывала. Который сказал, что это мельница, а не газопровод. Вот, он мне помог донести Покрафт вместе с сумкой. Сумку взял, я только спереди Покрафта, остальное он там сзади сумку мою тяжелую и Покрафт с водой 5-литровиком. Все он как бы сзади тащил, а я спереди так, для видимости, так скажем. В общем, помог мне донести, обнести тоже он этот газопровод, который там шустрый. В принципе, я могла бы сейчас смотрю, я могла бы про него пройти, но ладно. Погнали. План такой, сейчас скоро уже, наверное, минут через 10 сойду на берег и, наверное, помою Покрафт, высушу его, сразу уберу в сумку, чтобы дома этим не заниматься. Как раз таки время позволяет, время только 3 часа дня, вполне себе нормально, не успеет обсохнуть. Да, так я, наверное, поступлю. Ой, хорошо как. Какой хороший мужчина. Я забыла спросить его, как его имя. Как его имя, как его зовут. Но поблагодарила его, конечно. Все, в принципе, это мой выход, мой бережочек. Конечная станция. Чтобы не делать поочередные переносы вещей к лагерю, решила, что отнесу все за раз. Для этого решаю все тяжелые вещи перенести в свой рюкзак. Таким образом, рукам будет легче, ведь мне предстоит подъем в горку. Пусть не протяженную, но крутую по наклону. Покрафт высох уже, я его сложила в сумку и сейчас потихоньку все буду в свой лагерь перетаскивать.
Не знаю, что тут за ленточки и кто и зачем это сделал. Я это уберу. Еще ленточки на деревьях. Что за ерунда? Эти ленты ведут в мой лагерь. Лента свежая. Буквально недавно ее порвали. Этого года. Мне даже интересно. Тут все в пометках. Зачем? Зачем этот мусор здесь нужен? Ладно, сейчас перенесу оставшуюся сумку и похожу, попрожу, посмотрю. Пошла я убирать ленточки. Вон ту ленту тоже нужно убрать подальше, которая снизу. Смотрите, как по-модному я зацепила микрофон. Увидела у кого-то там, какого-то блогера. И слушайте, это так удобно на самом деле. Хоть смотрится глуповато, но удобно. Какой муравей, он на меня нападает. А, тятя, сейчас говорит, я тебя покусаю. Тянется меня покусать. Муравьишка, я хочу убрать вот это вот позор природы. Ой, улетел. Маленький отважный муравьишка. Не знаю, кому зачем это понадобилось. Может быть, это эти эндуровцы? Да, вон, смотрите. Пожалуйста. Покатухи начали устраивать. Еще и мусорят. Ну, что за свинотство, ребята? Я не понимаю этого. Надо с этим как-то бороться. Себе бы на голову бы нацепили вот эти вот ленты. Дегенераты. Вон тут все уже разъездили. Итого, вот сколько мусора. У меня с собой флисовый вкладыш. Конечно, я его не буду использовать как вкладыш, я его просто сейчас расстелю. Мне нравится его с собой брать, потому что, во-первых, он легкий, во-вторых, я его расстилаю как коврик под мой спальник, под мой коврик, так скажем. Коврик как коврик. То есть на всю палатку он мне, в принципе, влезает. И так как-то даже комфортнее. Знаете, бывает то, что в холодное время года ногами в носках вставать на дно палатки прохладненько, да? А вот это вот, кстати, выручает. Но, в принципе, сейчас земля уже теплая, можно и без него. Не знаю, на всякий случай с собой взяла. А так, в принципе, можно и без него. А так я еще беру его, когда с Диксоном на сплаве, чтобы он на нем лежал. Но сейчас у Диксона появился спальник свой. Прям собачий спальник. У Диксона есть спальник свой, у Диксона есть зубная щетка своя, зубная паста своя. Скоро палатка, по ходу дела, появится. Все, палатку установила, все вещи раскидала там. Вот так вот она у меня стоит. В этом дамбере по крафт положила и удочку. Здесь у меня кухонька. Сейчас буду готовить себе ужин. На ужин у меня чай с бутербродами из филе индейки и протеиновые батончики. Думала взять гречку, взять с собой тушенку. Но потом посмотрела, у меня нет тушенки. У меня из запаса только всякая консерва. И поэтому подумала, ладно, возьму с собой овсянку на завтрак. И вот это вот. Почему-то есть прям ужасно хочется, как ни странно.
Даже в велопутешествии так есть не хотелось, как вот на сплаве. Всегда, когда на воде, хочется есть. Я не знаю, с чем это связано. Когда даже идешь просто на рыбалку или просто идешь, чтобы покупаться на речку, всегда хочется есть. Я не знаю, с чем это связано. Но вот в велопутешествии я была, и я так есть не хотела, как вот здесь. Так, это у меня водичка из-под крана для готовки. Ой, промахнулась. Сейчас себе на чай сделаю. Это у меня новая горелка Fire Maple G2. Вот смотрите, какая она, видите, вот так. Чик-чик-чик. То есть не такая, как у меня Fire Maple X-Star 3, да. То есть здесь вот она вот так вот идет, как вот так вот. И я была недовольна ею в Крыму, потому что я, когда на ней готовила, когда убавляла огонь на минимум, она как будто бы начинала плеваться огнем и как будто бы гасла. То гасло, то резко загоралось опять. Я не могла понять, то ли это дело в самой горелке, то ли это дело непосредственно в газовом баллоне. Возможно, газовый баллон какой-то бракованный. Но тут турист, вроде они хорошие делают баллоны, не дешевые, как бы. Я всегда их беру, либо следопыт. Ну, то, что попадается, то и беру, честно сказать. Но меня никто из них еще ни разу не подводил, из этих баллонов. Вот, а тут такая вот была проблема. Я не могла себе никак приготовить еду нормально. То есть макароны те же самые отварить, потому что там нужно все равно огонь убавлять. И мне приходилось даже на раз вот эту саму кастрюльку просто держать так на весу, чтобы меньше огонь был. И это неправильно на самом деле. Я хотела как раз таки проверить, так ли будет то же самое, если я убавлю с другим баллоном. Вот, убавила газ, сейчас посмотрим. Вот я решила на минимум сделать совсем. Потому что если будет такая же проблема, то это уже дело в самой вот этой вот горелке будет. А мне такое не нужно. Опять что-то ерундень какая-то пошла. Походу дело горелка бракованная. Но она не должна так вот шуметь. Я перешла на новый вид кружек. Это вот такая вот термокружка. Она с толстыми стенками. Смотрите, какие он. То есть, когда берешь руками, ее не обжигаешься, как горячо. И в прохладное время года, когда у тебя одна горелка, вот это, типа такого, одна кастрюлька, ты сначала, получается, кипятишь воду на чай, заливаешь сюда, закрываешь крышечкой, и у тебя чай не остывает. В это время ты можешь пока приготовить себе еду. Вскипятить воду на еду, покушать, и вот у тебя чай как раз идеальной температуры. Вот так вот я решила. Удобно, хорошо. И пить, кстати, тоже хорошо, губы не обжигаешь, как нежели там у обычной. Вот у меня и титановая кружка есть, я ее уже забыла. Угу. Кипятится. Чабрец, чабрец. Как я люблю это место. Это особая атмосфера. Так, мушка, иди сюда, я тебя отпущу. Я тебя спасу. Мушенька. Лети ты свободно. Все, муху выпроводила. Это тоже какая-то ерундень ползет. Иди, лети отсюда. Лети давай. Надо проверить, удобно, неудобно не будет лежать. В принципе, нормально, да, пойдет. Вполне удобно, да. Ой, как хорошо без сапог. Просто замечательно без сапог. Как хорошо. Как хорошо лежать в палатке. Под пение птиц. Замечательно. Сейчас осмотрелась на клещей. Все внимательно посмотрела. Клещей нет. Это хорошо. Но я ни одного не встретила еще. Хотя я на Дикса не видела. На днях гуляла, когда с ним сняла. Хотя ему все равно, у него таблетка специальная есть.
от этих гадов. Но он просто бегал по нему. Вот. У меня с собой есть, конечно же, спрей от клещей против них, но я что-то это так и не побрызгалась им. На сегодня обещают что-то 0 градусов, что ли, ночью. Но это не страшно, потому что у меня зимний спальник с собой. Он очень теплый. Я в нем минус 23 ночевала. Да даже больше, потому что я же на перевал Дятлова в январе ходила с ним. Сейчас полежу немного. Время 8 вечера почти. Еще светло. Так здорово, так привычно. Даже когда я в Крыму была, в 7 вечера там уже темно было. А тут 8 и светло. А у нас тут тоже зимой рано темнеет, в 6 часов, да. В 5. А тут светлый день такой длинный. Необычно. Надеюсь, кабанидзе не придут. Я вообще никогда их помет не видела, именно на моей стоянке. Видать, зимой ходили, потому что он не свежий. Нет, не зимой ходили, потому что тут разворошено все. Нынче ходили. Нынче. В такие моменты я вспоминаю, был такой сериал, точнее есть такой сериал «Остаться в живых». Это где выжившие пассажиры авиалайнера, ну, вообще на самолете не упали на остров, и там всякие штуки-дрюки творились. И я помню, там они тоже в палатке ночевали, и кабан у одного из выживших разнес палатку. Он к нему прям в палатку залез и искал еду. И вот каждый раз я когда засыпаю, где вот кабан есть следы неподалеку, я думаю об этом, вспоминая, как этот Джеймс, по-моему, его звали. Да, Джеймс. И как он там бегал, охотился потом за этим кабаном. Странно, да? Интересно, вы смотрели этот сериал? Напишите, кто смотрел. Это один из любимых моих сериалов «Остаться в живых». Я его, наверное, не знаю, сколько раз смотрела, пересматривала, причем весь сериал. Раньше у меня традиция была, раз в год я пересматривала. И каждый раз что-то новое замечала. Интересно, да. Только что закрыла палатку, потому что уже практически стемнело время. Сейчас 9 вечера. И пора бы уже, наверное, на боковую. Сейчас, наверное, включу аудиокнигу и буду спать. Наверное, под нее я усну. Хемингуэй, «Реки моря». Старик рыбачил один на своей лодке в Гольфстриме. Вот уже 84 дня он ходил в море, не поймал ни одной рыбы. Первые 40 дней с ним был мальчик, но день за днем не приносил улова. И родители сказали Кого-то мне это напоминает. что старик теперь уже самый, что ни на есть невезучий, и велели ходить в море на другой лодке, которая действительно привезла 3 хорошие рыбы в первую же неделю. Все у него было старое, кроме глаз, а глаза были цветом похожи на море. Веселые глаза человека, который не сдается. Иногда кажется, что наша жизнь состоит лишь из темной полосы. Неудачи, несчастья, печали и одиночества. Ты бредешь по этой полосе в поисках развилки, чтобы свернуть с нее. Но за каждым поворотом все еще эта тьма, которой, казалось бы, нет конца и края. В какой-то момент ты сдаешься. Садишься на полосу и чувствуешь, насколько ты обессилен. Не только не можешь идти дальше, ты перестаешь видеть в этом смысл. И настолько к этому привыкаешь, что даже боишься будущего. В такие моменты стоит заглянуть глубоко внутрь себя и понять, что так больше продолжаться не может. Если ты чувствуешь, что эта полоса тебя печалит, значит ты хочешь ее изменить. Стоит только это понять, как свет внутри тебя начнет освещать эту темную полосу, которая больше таковой не будет.